Магический город. Битва за души. Джоанна Дэниелс твердо верит, что сверхъестественных явлений не существует, и что все тайны в мире можно объяснить научным методом. Она умная, красивая женщина, которая работает в крупной компании и имеет техническое образование. Но несмотря на все свои знания и опыт, она никогда не видела и не испытывала ничего сверхъестественного. Однажды Джоанна решает доказать себе и другим, что все истории о привидениях не более чем вымысел. Она выбрала заброшенный особняк на окраине города и решила переночевать в стенах особняка. Войдя в него, она обнаружила, что особняк заброшен и выглядит ветхим. Здесь уже давно никто не живет, и Джоанна почувствовала себя немного неуютно. Она вошла в комнату и оказалась в холле, который раньше был похож на гостиную. Здесь было темно и холодно, и Джоанна почувствовала, как ее охватывает страх. Она решает исследовать комнату и двигаться дальше. Перед ней открылся длинный коридор, ведущий в другие комнаты. Когда Джоанна шла по коридору, она услышала легкий шорох вдалеке. Она замерла, чувствуя, как ее сердце забилось быстрее. Она думала, что это может быть просто мышь или другой грызун. Но страх все равно не покидал ее. Джоанна решила продолжить поиски, направляясь в шумном направлении. Она прошла через несколько закрытых дверей и подошла к одной, которая была приоткрыта. За дверью была маленькая комната, пустая и тихая, но Джоанна сразу же обнаружила, что на полу лежит маленькая кукла. На вид кукла выглядела не такой старой и запыленной, как остальные вещи в этом доме. Джоанна была ошеломлена. Откуда взялась эта кукла? Кто оставил ее здесь и почему? Ее руки начали трястись, когда она поняла, что тут что-то не так. В этот момент она услышала тихий щелчок двери. Она оглянулась и увидела, что входная дверь теперь заперта. Джоанна почувствовала, как страх начинает одолевать ее, и она оказалась в ловушке. Она начала стучать в дверь, но никто не ответил. Затем она решает вернуться по коридору, но двери, которые раньше были открыты, теперь закрыты. Джоанна остается одна в темном особняке, где творятся ужасные вещи. Она знала, что должна сохранять спокойствие и найти выход из ситуации. Она начинает думать о способах выбраться из особняка, но каждый раз, когда она пытается открыть дверь, происходило что-то необычное. Они не открывались, и вокруг нее становилось все темнее. Часы на ее руке показывали, что прошло уже несколько часов. Джоанна все еще заперта внутри, и ее страхи только усиливаются. Кажется, что здесь правит какая-то таинственная сила, и ей не дают выйти наружу. Внезапно она услышала голос, зовущий ее по имени. Голос был мягким и приятным, но от этого все тело Джоанны напряглось. Не зная, что делать, она решила найти голос, надеясь, что он спасет ее жизнь. Она проходит через несколько комнат, пока не достигает зала, где начинается вся история. По всему залу были тени. Они двигались и меняли форму, словно живые. Джоанна знала, что теперь она полностью потеряла контроль над ситуацией. Она понимает, что должна как-то бороться со страхом и найти выход из этой ловушки. Внезапно она заметила на стене надпись на древнем языке, которого никогда раньше не видела. Она почувствовала, что надпись появилась тут неспроста, и стала думать, как ее расшифровать. Внезапно она услышала голос, произносящий надпись на ее родном языке. Джоанна обернулась, но увидела, что зал пуст. Голос сказал ей, что ей нужно пройти в определенную комнату, чтобы найти выход из особняка. Следуя за голосом, она подошла к комнате, где стояло несколько статуй, напоминающих древних богов. Она обращает внимание на одну из статуй, которая немного отличается от остальных. Статуя большая и изображает женщину, держащую в руке кинжал. Джоанна заметила, что статуя отличается от всех остальных, и начала ее тщательно осматривать. Внезапно она заметила, что рука статуи приподнята, словно указывает на что-то. Наклонившись поближе к статуе, она увидела, что та держит кинжал с вырезанными на лезвии древними символами. Она понимала, что статуя имеет какое-то значение, и что кинжал может быть ключом к выходу из особняка.
Джоанна взяла кинжал из руки статуи и начала искать выход из комнаты. Она заметила небольшую дверь, которая была скрыта за ширмой. Она открыла дверь и вышла наружу. И оказалась в лесу. Она почувствовала, что страх начал отступать, и что она выбралась из этого кошмара. Но вдруг она услышала голос, который говорил ей, что она еще не свободна. Ей придется сражаться со своими страхами и бороться за свою жизнь, чтобы выбраться из этого мистического лабиринта. Джоанна понимала, что путь к свободе будет трудным и опасным. Она посмотрела на кинжал, который держала в руке, и поняла, что он будет ее единственным оружием в этой битве со страхом и неизвестностью. Она начала идти по лесу, направляясь к свету, который виднелся вдали. Чем ближе она проходила, тем больше осознавала, что это была деревня. Почувствовав облегчение, наконец-то спасение близко. Джоанна подошла к деревне. Она обратила внимание на то, что все здесь было необычным. Люди были очень бледными и молчаливыми, а их глаза были полные тайны и страха. Джоанна решила спросить о помощи, но ее слова были проигнорированы. Люди просто смотрели на нее, как будто она была чужим, непонятным существом. Она начала чувствовать страх, что осталось навсегда в этих мистических землях. Вдруг послышался голос, который говорил ей, что ее не должно здесь быть. Нужно пойти дальше и найти свой путь. Джоанна почувствовала, что голос был прав, и решила пойти дальше. Выйдя из деревни, она продолжила свой путь по лесу. Деревья вокруг начинали менять форму и цвет. Листья становились все темнее, а стволы начинали искривляться и образовывать странные узоры. Джоанна понимала, что ее окружает мистическая энергия, которая может привести ее к опасности. Шаг ее быстро ускорился и перешел на бег. Нужно как можно быстрее выбраться из этого мистического леса. Когда она бежала на поляну, то увидела перед собой древний храм. Джоанна понимала, что нашла свой путь и решила войти в храм. Пройдя через двери, она оказалась внутри. Внутри храма была атмосфера, наполненная мистической энергией и тайной. Джоанна начала осматривать храм. Она заметила много странных символов и фигур, настенных росписей и свитков с таинственным текстом. Все это еще больше укрепляло ее убеждение, что она нашла свой путь. Продолжая осматривать храм, пока не услышала странный звук. Это был звук скрежета, как будто что-то двигалось по каменному полу. Джоанна начала осторожно приближаться к источнику звука, держа кинжал в руке. Она дошла до дальней комнаты и замерла в ужасе. Перед ней стоял силуэт высокого человека, облаченного в черный плащ. Человек медленно повернулся к ней, и Джоанна увидела его лицо. Это был Дэмиан, маг, который преследовал ее в лесу. Дэмиан улыбнулся ей и сказал: «Я думал, что ты никогда не найдешь этот храм, но я был неправ. Ты действительно умудрилась попасть сюда. Но ты заблуждаешься, если думаешь, что ты нашла свой путь. Ты здесь только потому, что я позволил тебе зайти». Джоанна понимала, что оказалась в ловушке и что ее путь к свободе только начался. Она почувствовала страх, который заставил ее задрожать. Но сдаваться еще рано. Подняв кинжал, прокричала: «Я не боюсь тебя, Дэмиан. Я боролась со страхом всю свою жизнь, и я не собираюсь сдаваться сейчас». Дэмиан ухмыльнулся и сказал: «Ты смелая, Джоанна, но тебе не победить меня. И я маг, и моя сила бесконечна». Он начал направлять на нее свою магическую энергию, но Джоанна не сдавалась. Она использовала свой кинжал, чтобы отразить его атаки и сбить его с толку. Вскоре она увидела, что маг начал слабеть, и нанесла удар. Дэмиан упал на землю, и Джоанна поняла, что она победила. Она подошла к нему и смотрела на него смешанными чувствами, радостью от победы и страхом от того, что еще может произойти. Но тут она услышала голос, который прозвучал за ее спиной. «Поздравляю, Джоанна, ты победила Дэмиана, но это только начало». Она быстро обернулась и увидела перед собой высокого мужчину с острыми чертами лица, который был закрыт капюшоном
его плаща. «Я думаю, что тебе стоит присоединиться к нам», — сказал мужчина. «Кто вы такие?» — спросила Джоанна, опасаясь худшего. «Мы — Орден Черного Волка. Мы прославились своей силой и магическими знаниями. Мы можем помочь тебе достичь того, чего ты желаешь», — ответил мужчина. Джоанна подумала о его словах. Она знала, что она не может оставаться одна и что ей нужно найти поддержку, чтобы продвинуться вперед. Она решила присоединиться к Ордену. «Я присоединюсь к вам», — сказала она, — «но я хочу знать о вас больше. И я хочу узнать, что вы хотите от меня». Мужчина улыбнулся ей и сказал: «Мы хотим, чтобы ты стала одной из нас. Мы знаем, что у тебя есть потенциал, и мы можем помочь тебе его развить. Но для этого тебе нужно полностью посвятить себя нашему ордену. Ты готова пойти на это?» Джанна подумала о его словах. Она знала, что это серьезный шаг, и что она должна хорошо подумать, прежде чем сделать выбор. Она посмотрела на свой кинжал и поняла, что ей нужно что-то большее, чтобы достичь своей цели. Она решила рискнуть и присоединиться к Ордену Черного Волка. Мужчина улыбнулся ей уверенно и протянул руку. «Тогда добро пожаловать в наш Орден, Джоанна. Мы будем рады помочь тебе достичь твоих целей». Он повернулся и направился вглубь леса, а Джоанна последовала за ним. Они шли довольно долго, и Джоанна начала сомневаться, не заблудились ли они. Но тут они добрались до огромной старинной деревянной двери, которая вела вглубь леса. Мужчина открыл дверь и пригласил ее войти. Это была мистическая дверь, и за дверью Джоанна увидела большой зал, украшенный символами и знаками ордена. Вокруг зала были размещены столы и кресла, а на стенах висели картины и религиозные иконы. Мужчина повел ее в сторону большого стола, за которым сидели несколько людей в черных мантиях. «Это наши братья и сестры», — сказал мужчина. «Они помогут тебе пройти обряд и стать нашим полноправным членом». Джоанна почувствовала, что ее сердце начинает биться сильнее. Она понимала, что это было решение, которое изменило ее жизнь навсегда. Она села за стол и начала обряд присоединения к Ордену Черного Волка. Обряд был загадочным и таинственным. Джоанна чувствовала, как ее душа наполняется необычной энергией, когда на нее накладывали различные амулеты и символы. Она слышала чьи-то шепоты и чувствовала, как ее взгляды сосредоточены на ней. Ее охватывало странное чувство, словно она становилась частью чего-то большего, что было недоступно для обычных людей. Наконец, обряд закончился, и все оставшиеся в зале члены Ордена поднялись и начали хлопать. «Добро пожаловать в Орден Черного Волка», — произнес мужчина, который привел ее сюда. «Теперь ты являешься нашей сестрой». Джоанна улыбнулась и почувствовала облегчение, что все прошло успешно. Она начала знакомиться со своими новыми братьями и сестрами, узнавая о том, что Орден Черного Волка был создан много лет назад для защиты от мистических угроз, которые могли нанести вред обычным людям. Они сражались со злом, которое оставалось скрытым от остального мира, но все же было реальным и опасным. Вскоре Джоанна начала замечать, что она стала меняться. Она чувствовала, что ее восприятие мира изменилось, и она начала видеть вещи, которые раньше были недоступны. Она стала более сильной, более уверенной в себе. Она заметила, что ее новые способности помогают ей в повседневной жизни, но в то же время они привлекают к ней внимание тех, кто был заинтересован в ее силе. Она понимала, что вход в Орден Черного Волка был просто началом ее пути, и она была готова сражаться со злом и защищать тех, кто был слабее. Ведь она была частью Ордена, который оставался последней надеждой в борьбе с мистическими угрозами. Но с каждым днем Джоанна все больше осознавала, что в мире мистических существ и сил есть не только зло, но и добро, которое тоже нуждается в защите.
Она хотела узнать больше об этом мире, и она стала изучать магию и искусство боя, чтобы стать еще более сильной и эффективной в борьбе со злом.